А наша следующая героиня стала известна благодаря своей схожести с куклой. Одесская Барби. Let me guess, she achieved her disproportionate body through eating right and 30 minutes of cardio a day. Но я считаю, что она вообще идеальная Вадим, вам лысина. доступна такая девушка. Вы можете купить, надуть ее, и она будет один в один. Я уже разберусь сам. Faces completely change shape all the time. Это ведь у вас маски? Объясните мне, пожалуйста, где же ваше естество? Где вы те, которые... Some call her a living doll, and many question her motivation and ask why. Приветствую жителей планеты Земля. Я Аматуя. Тапильцин, Пакали Ватан, Веракоча. Тара. Навихия. Цель моей жизни — прийти сюда для того, чтобы помочь людям осознать, что нужно переходить со стадии человек-потребитель в стадию человек-полубог. Я есть все. Все есть любовь. Любовь есть Бог. Я — это вы, а вы — это я. Я очень долго думала, что я с планеты Венера. До Венеры я ничего не помнила, поскольку очень тяжело восстанавливать воспоминания о внеземных планетах. Где-то мне было около 12-13 лет. Я видела тонкие миры, я видела разных сущностей из других измерений, но когда я поняла, что никто этого кроме меня не видит, я стала этого пугаться. Мама даже чертила вокруг моей кровати мелом для того, чтобы я не боялась, и говорила мне: вот видишь эту черту, за нее они к тебе не подойдут, не бойся. Они начинали ко мне приходить, а вокруг меня начинала закручиваться очень быстро спираль. Мне всегда очень хотелось ее остановить, но я не могла. И я наконец-то вышла из этого состояния, когда я остановила спираль и раскрутила ее усилием воли в другую сторону. С этого момента я стала хозяином ситуации. Меня зовут Валерия, но мое духовное имя Аматуя. Я лектор по внетелесным путешествиям, веду семинары на духовные темы. На самом деле пиар заключается лишь только в какой-то стороне более физической. Конечно, к сожалению, духовные идеи никогда не дадут пиара. Вот если будет монашка рассказывать о духовности, заметит ли ее кто-нибудь? Да нет, никто не заметит. А если красивая девушка, идеал для подражания, начнет говорить о духовности, то многие люди задумаются. Поэтому свою внешность я использую в качестве пиара для своих духовных идей, и это прекрасно работает. Поэтому я думаю, я всегда буду этим пользоваться. Приветствую вас, дорогие! Приветствую вас! Приветствую! Продолжаю цикл видео обо мне для вашего размышления. Очень интересный вопрос для девушек. Как должна вести себя настоящая девушка с мужчиной? На этот раз тема астрала, но немного в другом контексте. Я себя люблю. Все мы стремимся к идеалу. Но когда человек считает, что идеал уже все достижим, он добился того, чего он хотел, начинается путь деградации. У меня еще огромное невспаханное поле работы. Вы думаете, я совершенство? Вы ошибаетесь. Совершенству нет предела. Мне всегда очень нравилось экспериментировать над своей внешностью. Я очень любила разные макияжи. Поэтому, конечно же, это стало моим любимым занятием на долгие годы. А я придумала новый вид макияжа. Первый раз нарисовала
такие глаза. Милые, вы меня узнаете? Нормально получается? Блин, ты очень просто много улыбаешься, и когда ты улыбаешься, появляется складка второго подбородка. Постарайся не улыбаться. Представь, что ты на трауре. Образы менялись. Как бы суть у нее все равно была одна и та же. А одно время мне тоже хотелось быть похожей на Леру. Может, я подражала ей где-то на подсознательном уровне, но я думаю, что я это переросла и как бы сейчас только беру с нее пример. Меняйся, или тебя поменяют. Я никогда не думала, что мою сестру будут называть Барби. Хотя она всегда была с кукольной внешностью, но все-таки кукла больше ассоциируется с каким-то таким не очень умным существом. И так как моя сестра очень умная и интересная, поэтому с Барби она у меня как-то не ассоциировалась никогда. Кукла, говорите? Да. Весьма похоже. Мне нравится это сравнение. Прекрасно быть похожей на куклу. Несмотря на то, что люди прозвали меня Барби, тем не менее, я никогда не пыталась стать похожей на куклу, поскольку, в принципе, я люблю все красивое, женственное, утонченное. И так получилось, что кукол сделали тоже по образу и подобию утонченных девушек. Те девушки, которые подражают моему образу, я думаю, что здесь нет ничего плохого, поскольку на самом деле многие люди берут из какого-либо образа что-то свое, что-то на себя примеряют. So today I'm doing a makeup tutorial on how to look like a real life Barbie doll. The inspiration comes from Valeria Lukyanova. Я думаю, что люди, которые стремятся быть похожим на кукол, на самом деле стремятся не к этому, они стремятся стать популярнее. Они думают, что популярность поможет как-то им в жизни для достижения каких-либо целей, которые они преследуют. Вот самое страшное, что вы, отлично понимая, что вы лицемерите и лжете, как только вам пытаются говорить правду, тут же начинаете оскорблять людей, говоря о том, что они вас обижают. К сожалению, я заметила, что медиа воспринимают только негатив. Кого-нибудь выставить в дурном свете, показать чьи-то ошибки. Бедные журналисты гоняются за мной, а я от них убегаю. Бедная я несчастная, не ловите меня. Я так боюсь, что вы меня разоблачите. В интернете очень много слухов о том, что вот я из обычной девушки стала вот такой. На самом деле это неправда. Их было очень много. Они заводили против меня дневники, целые сообщества, выставляли туда неудачные кадры моих фотографий. Ну, в общем, всячески пытались каким-то образом ухудшить мое настроение или что-то еще. Твоя талия тоньше, чем у многих 5-летних детей. И иногда ты говоришь так, будто у тебя задержка развития. Берем уебищную бабу, удаляем ребра, но пока ты все равно уебище, делаем грудь. Этого тоже мало. Делаем неебический маленький нос. Если после всего этого ты все равно уебище, скачиваешь и хорошенько осваиваешь фотошоп. Виртуальная хирургия точно сделает тебя богиней. Возможно, в какой-то момент я тогда являлась энергетическим вампиром, потому что я абсолютно сознательно выводила их на негатив и получала радость от того, что они злились. И благодаря, точнее для них же, наоборот, сочиняла разные записи, которые могут их вывести из себя. Как видите, все ребра на месте. Никаких шрамов нет.
Как ни смотри, а талия, тем не менее, осиная. Милая девушка, которой так интересно узнать, какого размера моя грудь. Знаете, есть скрадывающие вещи. Но большую грудь ничем не скроешь, как видите. Это не фотошоп. Нет, ну повезло же нам с фигурами, да, Ольчик? Ты посмотри, вообще, две богини. Люди, которые негативно ко мне относятся, думают, что я тоже плохо к ним отношусь. Но это не так. На самом деле я их очень люблю, переживаю за них и очень хочу, чтобы они были счастливы. И я убеждена, что когда они будут счастливы, они забудут обо мне и будут увлечены своей прекрасной жизнью. Так что желаю вам всего самого лучшего. Будьте счастливы. Там, откуда я пришел, существует только любовь и радость. Существа в нашем измерении не имеют пола. У нас нет такого понятия, как муж, жена, дети. Мы можем заглядывать в любую сущность и видеть самого себя. Но мне этот голос не очень нравится. Давайте тогда попробуем сделать обычным голосом. Я задавалась этим вопросом, все ли у меня в порядке с головой. Я слышу голоса, я постоянно слышу голоса, вижу сущности. В один прекрасный момент я решилась пойти к психиатру. Я к нему пришла, рассказала все. Он меня внимательно выслушал и сказал: хорошо, что вы попали ко мне. Потому что если бы это был другой человек, вас можно было бы сразу забирать в специальное место. Но поскольку я много лет изучаю эзотерику, я вижу просто, что вы медиум, вы человек со способностями. К счастью, у меня друзей, немного, но они очень на самом деле близкие мне, поэтому они меня воспринимали в любом виде. Это не ритуально будет, мы можем попробовать сейчас. Давайте не, уже все, давайте уже так, потому что времени нет, поэтому пусть уже будет так. Просто в плане, что это совершенно не ритуально. Давай ты расскажешь в этот раз, Доминик, потому что я про прошлую матру рассказывала. Сейчас мы будем петь древнюю лемурийскую мантру, общение с клетками ДНК. Мы будем сонастраиваться с энергиями абсолютной любви, гармонии и света. Иногда рассказывала подругам, но больше о своем увлечении мистикой, о разных ритуалах, которые я на то время проводила. Мы вместе это делали. Я воспринимаю Аматуя как мою духовную сестру и близкую сущность. И мы обе из Плеяд. И помню много планет, на которых она воплощалась, и я тоже на этих планетах воплощалась. Это как будто родственный дух. Я никогда не думала, что в такой позе так тяжело сидеть. У меня косточка больна. Я очень сильно любила находиться в осознанном сновидении, то есть человек засыпает и попадает в другую реальность. Он абсолютно четко знает, что это сон, и понимает, что он может делать все. We can see, hear, and move about as well as experience other sensations familiar to us. But do our capabilities end there? There is something out there that has forever altered human history and culture. Something we know nothing about. В этот момент я вышла из тела, я вышла в астрал спонтанно. И когда я вернулась, я поняла, что это тот путь. И с этого момента я стала заниматься этим уже профессионально.
После каждой техники, которую вы делаете, во время, точнее, техники, закатывайте глаза в точку третьего глаза. Но не сильно, не с усилием, а так, просто как бы, нормально просто как бы закатывайте, не с сильным усилием. И это усиливает любую вот эту вот технику, которую вы делаете. Эта девушка имеет очень большой практический опыт. И не тот, который обычно за телеки там представляют, воображают, куда-то летают. Настоящий опыт, о котором мы с вами здесь говорим. Пока я буду рассказывать, что нужно делать, я думаю, можно просто записывать, кому интересно. А потом, когда я буду описывать, как это дышать, думаю, конечно же, лучше лечь. С кем ты встречалась самым интересным? Вообще, как бы из реальной жизни я встречалась с людьми. Можно из нереальной. Из нереальной жизни. Очень многие сущности, с которыми я общаюсь по сей день, они находятся на разных планетах. Мы сюда приходим, воплощаемся на эту планету для того, чтобы изменить свое прошлое. В данный момент я нахожусь в своем прошлом. Я пришла сюда, дабы откорректировать некоторые моменты, сделать свое прошлое еще более совершенным. Когда в одно из воплощений, после того, как погибла Атлантида, я прибыла со своими соратниками в Мексику, меня настолько тепло встретили и доброжелательно люди, индейцы майя. Это оказалось моей второй семьей. Это Ушмаль, древний церемониальный город, в котором я пережила Вознесение. Просто снимает, а у меня за истории нет. И потом на видео будут говорить, у меня нет талии. Я тебя закрыл, смотри. Просто на видео будут все говорить, на видео у меня нет талии. В большинстве своих прошлых жизней я была мужчиной. Мне эта роль очень нравилась. Я всегда занимала главенствующие позиции в любом обществе, где я находился. В каждом воплощении у меня были свои ученики. И вот в одном из воплощений, когда произошел очень переломный момент в моей жизни, я решил уйти путем самосожжения. Мои ученики очень долго меня упрашивали пойти еще в одно место, в другое, поделиться учением. Вот. И в конечном итоге мои ученики не могли никак смириться с этим. Они пытались меня уговорить остаться, но тем не менее на глазах учеников я совершил обряд самосожжения. А уйти мне придется и в этой жизни. Я парю слишком низко в бескрайних просторах и засохших глубинах своего бытия. Высоко будет падать и опять подниматься. Не могу ошибиться, ведь давно нет меня. Я хочу в слишком рано, там, где нет слишком поздно. Я хочу затеряться на окраине миров, вдышаться в глубинах страшно жуткого леса, тишиной наглотаться, так, чтоб не было слов. Я с орлом породнилась, так, чтоб не было жутко, если я окажусь вдруг снова в клюве его. А гнездо — этот мир, есть обитель. Я не могу, там люди пришли, там наши вещи. Блин. Дорогие, надеюсь, эта притча многое открыла для вас. Любви и света.
потому что без пояса у меня же тумбообразная фигура была. Ужас, боже, у меня аж чуть инфаркт не хватило. My parents are originally from Lahore, Pakistan. They're practicing Muslims, and last year they decided it was time for them to perform Hajj. So I went with them to help them with their journey, but also for myself as well. It was the first time for all of us. And I didn't go thinking I was going to make a VBS documentary. I just took the smallest handycam we had in the office and literally shot from the hip. You're not allowed to shoot in most of the holy places, so this is the footage I managed to sneak out.